Сначала в это не хотел верить никто, но теперь уже очевидно. Вашингтон готовится к самым жестким решениям по украинскому вопросу. И времени у Киева почти не осталось. Трамп требует ответа буквально под елку. Сигналы из Вашингтона становятся все прозрачнее. Новый план урегулирования украинского конфликта должен быть принят в ближайшие дни. Президент США Дональд Трамп фактически дал Владимиру Зеленскому ультиматум – определиться до католического Рождества. Иными словами, времени у Киева практически нет. Более того, о требовании ускорить решение сам Зеленский уже косвенно признал, сообщив после встречи со спецпосланником Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Оттуда, по словам источников, прозвучала простая и недвусмысленная рекомендация – не затягивать, но обо всем по порядку. Нажмите на паузу, подпишитесь на нас и обязательно поставьте лайк, а мы продолжаем. Казалось бы, подобные призывы от американской администрации звучали не раз, но сейчас иной случай. В Вашингтоне усталость от украинской темы перестала быть скрываемой дипломатическими формулами. Там открыто дают понять, что бесконечно поддерживать Киев никто не будет. Особый раздражитель – ухудшающаяся ситуация на востоке Украины. Один из чиновников США прямо признал, положение украинской армии становится критическим. А Трамп в недавнем интервью назвал происходящее большой проблемой, с которой Европа справиться не может. Эта фраза была адресована не только Киеву, но и Брюсселю. Европейские чиновники все чаще слышат в словах Вашингтона скрытый упрек. Мол, конфликт у вас под боком, а решать его почему-то должна Америка. В кулуарах ЕС уже говорят о реальной угрозе, что Трамп может возложить ответственность за затяжной кризис на Европу, оставив ее один на один с нестабильностью, которую Брюссель не способен ни сдержать, ни повернуть в нужное русло. Впрочем, тревога в ЕС продиктована не только страхом потерять американскую поддержку. Там прекрасно понимают, что инициативу Вашингтона придется обсуждать, нравится им это или нет. А обсуждать, скорее всего, придется всерьез. Ведь если США действительно рассчитывают завершить процесс к Рождеству, то Киев должен ответить немедленно. Иначе Белый дом может попросту выйти из игры, оставив европейцев перед необходимостью самим искать выход из тупика. Для Евросоюза это был бы худший сценарий, ведь европейская политика в отношении Украины держалась на балансе. Вашингтон задавал тон, Брюссель обеспечивал инфраструктуру поддержки, Киев демонстрировал политическую лояльность. Если американские кости из этого конструктора исчезнут, вся конструкция начинает шататься. На столе уже лежат вопросы, на которые у Европы нет ответа. Что делать с военной логистикой? Кто будет финансировать украинский бюджет? Как вскрыть тупик переговоров, если США перестанут участвовать? Именно поэтому последние заявления Трампа воспринимаются в ЕС не просто как сигнал, а как предупреждение. Формально Белый дом говорит лишь о необходимости ускорить процесс. Но за этой формулировкой скрыта куда более жесткая реальность. Америка готова окончательно пересобрать свое участие в европейских делах. И украинский конфликт стал точкой, где пересборка может начаться. Для Киева ситуация выглядит еще драматичнее. У Зеленского почти не осталось маневра. На внутреннем поле давление растет, внешняя поддержка обесценивается, военная динамика ухудшается. А теперь еще и условия – дать ответ Вашингтону до определенной даты. Это риск не только политический, но и личный. Любой выбор повлечет тяжелые последствия, и в Киеве это прекрасно понимают. Тянуть – значит потерять США. Согласиться – значит рискнуть отношениями с частью европейских партнеров. Искать свою игру – значит играть без козырей, которых и так нету. Для Вашингтона же эта ситуация давно стала вопросом стратегической логики. Америка втянулась слишком глубоко, вложила слишком много средств и политического капитала, но не получила желаемого результата ни на дипломатическом, ни на военном направлении. А Трамп, известный своей непримиримостью, воспринимает затянутость конфликта как чужую некомпетентность. Поэтому сейчас тон американских посланников прямой, почти жестковатый. Никаких размытых формулировок, никаких предположений. Четкий дедлайн. Четкий намек. Или вы принимаете новую модель урегулирования и проводите выборы, или мы принимаем решение без вас. Вот такие новости, друзья. А посмотрев это видео, что думаете вы? Поделитесь в комментариях. До скорой встречи, всем хорошего дня!